Хотите узнать, как сделать свой интернет быстрее и стабильнее? Я уверен, что сейчас найдутся особо одаренные, которые побегут в комменты писать о том, что интернет реально ускорит только покупкой нового тарифа. И в какой-то степени они будут правы. Но даже если у вас будет самый дорогой тариф и при этом, например, полумертвый ДНС, то вы гарантированно потеряете несколько секунд на посещение новых сайтов. Кроме этого, есть еще ряд настроек, которые так или иначе ограничивают пропускную способность сетевой карты у вашего компьютера. И в этом выпуске я расскажу, как подобрать максимально быстрый DNS, как найти программы и службы, которые в фоновом режиме потребляют интернет, и отключить их. Как правильно настроить электропитание и пропускную способность сетевой карты, и какой софт для этого лучше использовать. Всем привет, с вами Андрей Полмарчук. Помчали! Настройка электропитания. По умолчанию в настройках электропитания сетевой карты установлено значение «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Если у вас системный блок, то эта функция точно не нужна, и ее нужно отключить. На ноутбуках отключение этого параметра приведет к незначительному снижению автономности. Поэтому нужно принять решение, что для вас важнее, чтобы батарея ноутбука держала заряд немного подольше или все-таки более стабильный интернет. Для того, чтобы отключить экономию энергии на сетевой карте, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку «Этот компьютер», перейти в «Свойства», выбираю «Диспетчер устройств», раскрываю список «Сетевые адаптеры», кликаю правой кнопкой мыши на адаптер, к которому подключен интернет, перехожу в «Свойства», выбираю раздел управления электропитанием, снимаю все галочки и применяю настройки. Следующим шагом нужно найти программы, которые пожирают интернет в фоновом режиме. Вы можете не замечать или даже не знать, что какие-то приложения потребляют интернет в фоновом режиме. И для того, чтобы выяснить наличие таких программ, я буду использовать бесплатную программку NetLimiter. Ссылку оставлю в описании. Кто жрет интернет? Запускаю программу. И здесь в разделе «Активность» можно сразу определить, какие программы в текущий момент пожирают драгоценный интернет. Выбираю программу, которой точно не пользуюсь, кликаю на нее правой кнопкой мыши, выбираю «Добавить правила». В открывшемся окне в строке «Тип правила» выбираю «Блокировщик». В строке «Зона» выбираю «Интернет». В строке «Направление» указываю «Оба». И в действии блокировщика выбираю «Отказать». Теперь выбранное приложение останется без интернета. Аналогичным образом я отключу интернет для всех ненужных приложений. После этого я сниму все ограничения пропускной способности сетевой карты. Планировщик пакетов QoS. Нажимаю комбинацию клавиш Windows R. В строке поиска пишу команду gpedit msc. Перехожу в административные шаблоны. Раскрываю список «Сеть», перехожу в планировщик пакетов QoS. Перемещаюсь в правую область окна, кликаю правой кнопкой мыши на резервируемую пропускную способность. Выбираю «Изменить». В открывшемся окне ставлю галочку напротив «Включено». В поле ограничения пропускной способности выставляю значение 0. Применяю, сохраняю настройки и закрываю все окна. Следующим шагом я настрою сетевые параметры Windows. Делать это я буду при помощи знаменитой программы TCP Optimizer. Ссылку на скачивание также оставлю в описании. Оптимизация сетевых параметров. Запускаю программу от имени администратора. В открывшемся окне в разделе Network Adapter Selection выбираю свою сетевую карту. Чуть выше выставляем максимальную текущую скорость интернета. После этого в нижней части окна выбираю Optimal, применяю настройки, жму ОК. После небольшого ожидания программа предложит перезагрузить компьютер. Жму «Да» и дожидаюсь перезагрузки. Дальше нужно проверить оптимизацию доставки. На современных лицензионных системах эта функция обычно выключена, но если на компьютере установлена какая-либо левая сборка, то вполне возможно, что и включена. Поэтому проверить точно лишним не будет. Оптимизация доставки.
Перехожу в меню «Пуск», «Параметры», «Обновление и безопасность». В открывшемся окне в самом низу выбираю «Оптимизация доставки». И здесь необходимо убедиться, что функция «Разрешить загрузки с других компьютеров» находится в неактивном состоянии. Ну и наконец-то я подошел к предпоследнему этапу. Это подбор максимально быстрых DNS-серверов. Подбор DNS-серверов. Прежде чем открыть какую-либо страницу сайта, компьютер делает запрос на DNS-сервер. И чем ближе такой сервер находится к компьютеру, тем быстрее он ответит. А значит, и сайт будет открываться быстрее. Запускаю DNS Benchmark. Перехожу во вкладку Name Service. Жду несколько секунд и запускаю тестирование. Занять это может несколько минут, пока программа замерит скорость соединения компьютера с огромным количеством DNS-серверов. После завершения сканирования перехожу во вкладку Conclusions и переписываю DNS, который программа посчитала самыми быстрыми. Теперь запускаю вторую программу DNS Jumper. Выбираю пункт «Быстрый DNS». В открывшемся окне жму «Запустить тест DNS-серверов», также жду несколько минут. И выписываю DNS, которые подсвечены зеленым цветом. Именно они, по мнению программы, самые быстрые. Теперь я протестирую полученный DNS вручную. Для этого нажимаю сочетание клавиш Windows R, в строке «Выполнить» пишу CMD, жму ОК. В командной строке пишу команду ping, пробел, вставляю первый DNS-сервер, жму Enter. Выписываю среднее значение отклика, в моем случае это 58 миллисекунд. Эту же операцию я проделаю со всеми DNS-серверами. Теперь осталось выбрать самые быстрые и прописать их в свойствах IP версии 4. Для этого в поиске пишу «Панель управления». Выбираю «Сеть и управление общим доступом». Перехожу во вкладку «Изменение параметров адаптера». В открывшемся окне кликаю правой кнопкой мыши на адаптер, подключенный к интернету. В моем случае это беспроводная сеть. И перехожу в свойства. Выбираю IP версии 4 и снова перехожу в свойства. В открывшемся окне выбираю «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и прописываю полученные ранее адреса DNS. Нажимаю ОК и закрываю все окна. Заключительным этапом необходимо избавиться от всех вирусов и почистить устаревший кэш. Как это сделать, я подробно рассказываю вот в этом видео. Ну а я с вами не прощаюсь, до новых встреч, скоро увидимся.